Всем привет! Сегодня снова на реке. Будем ловить щуку на спиннинг. Из приманок, скорее всего, будут воблеры разного формата. Может быть, еще немного половлю джигом. Может, ратлины, может, поролон. В общем, меньше слов. Погнали! Так, немножко расскажу по снастям. Сегодня буду ловить на спиннинг Daiwa Ninja ZTS 662 MLFS. Это у нас бюджетный спиннинг, но вполне такой приличный. То есть по соотношению цена-качество, мне кажется, один из лучших. У меня он в двух тестах. Вот этот 5.25, еще есть 10.30. Ну и вообще есть мысль докупить с тестом до 15 грамм лайтовую палочку. В общем, очень мне эта серия нравится. Кроме этого, сегодня у меня катушка Цуриное. Это Jaguar 3000. Ну, очень даже для китайца вполне себе классная катушка. Петля не кидает, намотка вполне ровная. В общем, все меня устраивает. Ну и шнур тоже, кстати, от Цуриное. Это у нас единичка, 8-жилка. Зимой себя хорошо показывает по холодной воде. Один из лучших воблеров в 110 размере. Это у нас OSP Варуна. Оригинал. У меня такая яркая расцветка. Я вообще в последнее время люблю кислоту. А вообще в холодное время, такую в пасмурную погоду, кислота, мне кажется, рулит, поскольку более заметно в темной воде. Странно. Плюнула, но не засеклась. Повторяем. Да, есть. Есть. Хорошо, куда? Да, такая прям неплохая щучка. Садила, она первый раз выходила, ударила. Потом второй раз. Следом на второй проводке прям. Ух. 5 пиявки. Отработала Варуна. Оригинал. Удар такой, блин, как я долго ждал эту поклевку. Удар был классный. Гляньте, какая. Вполне неплохая щука. Такая полторашка как минимум. Гляньте, какая. Красоточка. Я сперва думал, я уже брежу. Почувствовал, такая подтяжечка была, даже не удар. Забросил туда же. И опять. Уже так основательно взяла.
Окунцы, конечно, обмерзают. Вот здоров. Шнурабасик. Шнурабасик. Иди сюда. Ну, вот такой крокодил. Так, перчатку мне мочить не надо. Клюнул так без удара. Было ощущение, что просто зацепился за что-то. Работала у нас SP Ворона. Отличный воблер. Очень мне нравится. В такой яркой расцветке. Давай, беги. Ушел. Я думаю двигаться вдоль правого берега. Здесь получается русло идет, а к тому берегу отмель выходит. Практика показывает, что все-таки в такую погоду щука больше на глубине держится. Хотя в целом сегодня щука пассивная, конечно. Сейчас видел еще рыбака, который на живца ловил с берега. Просидел он все утро, ни одной поклевки. Прокидывать буду вдоль камыша и веером к тому берегу. И так буду зону облавливать и двигаться по течению. Хотя, честно говоря, ветер сейчас как раз в лицо. И он даже выдавливает лодку против течения. Ну вот, тут такой интересный залив. Место очень выделяющееся. Тут, понятно, течения нет. Но глубина, в принципе, вот где я стою, 1,80 м где-то. Не сильно мельче, чем на основном русле. Но там под берегом, наверное, конечно, помельче будет. И место такое, если место выделяется, то, блин, надо облавливать обязательно. Но кроме этого, тут еще затишок такой, ветра почти нет. Что особый кайф сейчас доставляет. Тут, кстати, можно чем-нибудь по более мелким покидать. Не знаю, но ворону пока не хочется снимать. Она прям сегодня мне доставляет радость. Есть поклевка. Что-то есть. Что-то есть, говорю. Ой, хорошая. Боже, все в пиявках там. Просто
Капец. Ворона. А заглотила так вообще капец. Капитально. Сколько тут пиявок на тебе, бедолага. Блин, в жабры попал. Тройниками. Гляньте, какая красотка. Пиявок на ней просто тьма. Ух. Ну вот это, ребята, был бой. Щука, правда, хорошая. Ворона, блин, такой воблер отличный. Честно говоря, не думал, что по такой холодной воде будет 110 отрабатывать размер. Но ничего, работает, оказывается. Соблазняет щуку. Щука, конечно, такая не особо резвая. Удара практически не было. Но сопротивлялась, несмотря ни на что. Облет? Блин, ну это стандартная ситуация. Чуть облет, я обветку даже сломал. А облет так вообще. Блин, лопаты. Воблер всем хорош, но лопаты очень слабые. У меня уже 2 таких пациента. Блин, поклевка опять. Что такое? Подлодка прям клюнула. Возможно, провожала. Под конец решилась. Ну так уже ударила вслед. Странно, но это говорит о пассивности щуки. Так только трогает воблер. Отчаянно не хватает. Опа, ударчик. Так, какая-то попалась подружка. Ну иди сюда. И крупненькая. Вот такая красоточка. Худая. Опять ворона отработала. Прям сегодня в ударе. Этот воблер, несмотря на всю пассивность щуки, все равно ее соблазняет. Смотрите, как вам такая мадам. Ну что, такую мы забирать не будем, она хоть где-то
под килоху. Давай. Бешеная. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Щука сегодня была очень пассивной, но однако все равно ее удалось соблазнить. В этом мне помог отличный воблер ОСП Варуна. Вот. Кому видео понравилось, не скупитесь на реакции и подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем будет много дополнительной информации и материалов с рыбалок, которые не вошли в ролик. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.